Я желаю, чтобы российские власти наконец поняли, что без свободной и объективной прессы ничего не получится. Все объявленные планы модернизации, развития человеческой личности, все это будет невозможно без свободы, без независимой прессы, самостоятельной, которая может освещать так, как она, собственно, считает это необходимым. Потому что власть должна иметь зеркало, чтобы видеть, что она делает правильно, что неправильно, и чтобы уметь учиться на ошибках. И это давно уже поняли в наиболее процветающих странах мира. Это должны понять и у нас. Но, боюсь, не в следующем году. А Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву я желаю, раз уж новый процесс начался, чтобы он был более справедливым, чем первый процесс. И чтобы прокуратура выставляла побольше таких свидетелей, как в последние дни, которые на самом деле заявляют о невиновности Ходорковского и Лебедева, потому что технологически невозможно было украсть 350 миллионов нефти, как это говорит прокуратура. Свидетели говорят, что это невозможно. Наверное, в символический день года хочется даже обратиться и сказать не свои слова, а слова действительно одного очень талантливого человека. И, да, если угодно же прочесть молитву одну. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог слепцам глаза открыть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог всего. И сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. Ну вот я сказал чужие слова, но они мне близки. Власти хочется пожелать принятия целесообразных решений. Вот просто немножечко подумать о том, к чему это приведет и для чего это надо, и во имя чего все делается. Что касается наших с вами соотечественников, то имеет смысл, наверное, задуматься о том, кто, что называется, настоящие полковники, а кто не очень. Потому что, знаете, всегда очень легко взять и найти виноватого. И совершенно не хочется думать о том, а виноват он на самом деле или нет. На него показали, сказали фас. Вот не уподобляйтесь своре бездомных собак, которые загрызают прохожих. А что касается Михаила Борисовича и Платона Леонидовича, то хочется им пожелать здоровой злости, которой пока у них, по-моему, вполне достаточно, но чтобы она не иссякала. Здоровой злости, которая не затуманивает мозги, а наоборот, заставляет очень обдуманно и четко принимать решения. С Новым годом! В преддверии наступающего Нового года, рождественских праздников, мне хотелось бы пожелать всему населению нашей многонациональной страны веры в то, что будущий год будет более спокойным годом, чем год уходящий. Хотелось бы надеяться, что власть придержащая будет делать все для того, чтобы те вполне нормальные требования, пожелания и мечты населения сбывались. Причем население большой страны, которое живет по-разному, люди живут в разных местах, не всегда есть справедливое отношение местных властей или союзных, в смысле властей страны, чтобы у нас все дело шло к лучшему. С наступающим вас Новым годом, всего самого лучшего. Я Ольга Романова. Мой муж Алексей Козлов сидит в тюрьме. Когда мой муж сидел в Бутырке, он сидел в одной камере с двумя потрясающими людьми. Один человек – это Сергей Шенкевич, бывший генеральный директор Томскнефти, ЮКОС. А второй сокамерник был Максим, глава РФФИ Тверской области, человек, который устраивал аукцион по Юганскнефтегазу. Они все оказались в одной камере. Мой муж, ЮКОС и человек, который участвовал в раздербанивании ЮКОСа. Мне кажется, в этом есть какая-то то ли притча, то ли высшая справедливость. Ну, дербаньте дальше, держитесь. Я вижу своего мужа, вижу, как выглядит
Михаил Борисович, Платон Леонидович. Молодцы, просто молодцы. Я хочу пожелать в новом году, чтобы и российские элиты, и российские граждане осознали наконец, что путь авторитаризма, путь сращивания власти и собственности, путь правового произвола ведет Россию в никуда. Если мы продолжим идти по этому тупиковому пути, мы окончательно отстанем не только от Америки, Японии и Европы, но даже от соседнего Китая, который растет и продолжает расти высокими темпами. Поэтому поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы в Новом году мы изменили этот ошибочный курс. А Михаилу Борисовичу Ходорковскому и Платону Лебедеву я хочу пожелать мужества, здоровья. И вся Россия, и весь мир знает, что вы сидите ни за что вы осуждены незаконно, что над вами была произведена просто политическая расправа с целью, так сказать, расправы с неугодными оппонентами и захвата вашей собственности. Я уверен, что закон в настоящем смысле слова, здравый смысл победят. И очень надеюсь на то, что следующий Новый год вы встретите со своими семьями, со своими друзьями и в стране, которая изменится к лучшему. Каждая новогодняя пора наводит на размышления о своеобразных итогах прошедшего года. И вот дело ЮКОСа дает немало поводов для таких размышлений. Президент запретил брать под стражу тех, кто не заплатил налоги до суда. Это как раз относится и к Платону, и относится к Михаилу Борисовичу. Их как раз в нарушение всех человеческих норм взяли под стражу. И недавно Верховный суд даже признал незаконным некоторые сроки их содержания под стражей, хотя это как такое подсластили им пилюлю под Новый год, но тем не менее. И надеюсь, что в следующий Новый год, вот здесь же, в этой студии пресс-центра ЮКОСа, мы будем встречать все вместе, и, как говорили наши родители, чтобы пьем тост номер 2, то есть за тех, кто в узилище находится, кто за решеткой, поскольку прослушивались их квартиры. Вот я произношу этот тост номер 2. За всех, кто неправедно попал в заключение, большой передаю привет с воли Михаилу Борисовичу, Платону Леонидовичу, чтобы они держались, чтобы они, несмотря на тяжелые испытания, которые выпали на их долю, встретили этот Новый год с надеждой на будущее, с верой в своих соотечественников, которые на воле продолжают бороться за их освобождение. С Новым годом, друзья! Я бы хотела, чтобы в новом году Дедушка Мороз нам всем принес немножко здравого смысла. И чтобы самый большой мешок вот с этим подарком достался тем, кто руководит нашей страной. Потому что страна, в которой проходят такие процессы, как процесс Ходорковского-Лебедева, на мой взгляд, нуждается именно в здравомыслии. А журналистам пусть подарят какие-нибудь другие волшебные очки, чтобы они, наконец, научились видеть то, на что закрывали глаза. С наступающим! В Новый год особенно всему хочется верить, но, конечно, россияне – это уже не бывшие советские граждане, которые, если верить плакатам того времени, являлись людьми-мечтателями, и все же и теперь есть лозунги, которым просто нельзя не поверить. Ну, например, «Свобода лучше, чем не свобода». Разве с этим можно не согласиться? Свободы вам! И физической, и душевной. Свободы от болячек, от финансовых проблем, от неурядиц, от разочарований. Свободные люди – это то, чего нам так сегодня не хватает. С Новым годом!